Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу, как сделать 3D ламинат на стену. Недавно мы проводили косметический ремонт в одном офисе, где делали стену из ламинированных 3D панелей. Это относительно новый необычный материал, который специально предназначен для монтажа на стену и потолок. В этом ролике я покажу весь процесс монтажа таких ламинированных панелей. Помещение, где будут производиться ремонтные работы, это кабинет 20 квадратных метров. Здесь нам нужно сделать новое напольное покрытие из замкового кварцвинила и декоративную стену из 3D ламинированных панелей. Первый ролик будет как раз про стену. Перед монтажом панелей, как и ламинат, они должны пройти акклиматизацию. Для этого упаковки в нераспакованном виде выкладываются на ровной поверхности с воздушным зазором в помещении, где будет производиться монтаж на 48 часов. Панели называются ChronoWall 3D, производитель Kronospan. Размер 1296 мм на 132 мм, толщина 12 мм. Необходимые материалы для выполнения этой работы. Непосредственно сами панели. Практически это 12-мм ламинат, только без замков. Вместо замков у панелей паз. Торцы тоже отличаются. Они обработаны и сзади есть четверть. На обратной стороне полимерное покрытие. Панели могут комбинироваться по цветам. В нашем случае используются два цвета. Обрешетку для монтажа панелей мы будем делать из направляющей для террасной доски. Это дорого. Гораздо дешевле все это делать из деревянного бруска. Просто в фирме, которая заказала ремонт, были остатки этого материала. И, как говорится, чтобы не пропадало, пустили это в дело. Еще понадобятся клеймеры. Это металлическое крепление для доски. Дюбель быстрый монтаж 6х80. Если нужно выровнять обрешетку по уровню, то понадобятся пластмассовые клинья. Саморезы для клеймеров. Инструменты, которые понадобятся для выполнения этой работы. Угольник, рулетка и простой карандаш. Электролобзик или болгарка. Лазерный уровень или обычный пузырьковый. Перфоратор и шуруповерт. Приступаем к работе. Прежде всего, я оценил степень кривизны стены при помощи лазерного нивелира. В нашем случае стена оказалась относительно ровной. По лучу лазера легко определить кривизну стены. Далее я сделал разметку на стене для будущей обрешетки. Использовал лазерный уровень и доску ламината. Расстояние между полосок 40 см. После этого подготавливаются направляющие по высоте потолка. Для распила используем лобзик. Можно взять болгарку, но от нее будет много пыли. Все направляющие отрезаются таким образом, чтобы оставался зазор 1 см. Затем сразу в направляющих делаем потай и отверстие для крепежа. Вот что должно получиться: отверстие для крепежа и потай. Начинаем монтировать рейки на стену. Выставляем рейки по начерченным линиям. При помощи перфоратора со сверлом 6 мм делаем отверстие. Затем закручиваем крепеж. Параллельно снимаю старую вент-решетку. Мы делали отверстие с шагом 40 см. Тут все зависит от жесткости материала. С этим материалом такая разбежка мне показалась оптимальной. С деревянными брусками работать было бы гораздо проще. Если стена очень кривая и нужно выровнять направляющие по уровню, то можно использовать пластмассовые клинья, вставляя с двух сторон направляющий и зажимая дюбелем. Для этого можно использовать как пузырьковый, так и лазерный уровни. После того, как смонтировали все рейки, обязательно за собой нужно все убрать.
а то мусор останется за 3D панелями. Как устроена эта система? У панели есть 3 уровня. Первый уровень — это непосредственно тот, который лежит на направляющих. Второй уровень поднимается на 1/3 от первого. И третий уровень поднимается на высоту одной доски. Также они могут дальше опускаться. Комбинировать можно как угодно. Первый уровень, второй уровень, первый, второй, третий, ну и так далее. На первый взгляд кажется все сложно, но как только приступаешь к работе, все становится на свои места. И очень быстро начинаешь разбираться. Замки устроены таким образом, что они могут закрывать друг друга с наездом, тем самым создавая 3D-эффект. Таким же образом может закрываться резанный край. Здесь у нас получается замок нормальный. Получается, что обрезки можно вставлять внутрь. Даже если край резанный с 2 сторон, то он все равно скрывается замками. Причем, что длину можно регулировать, можно закладывать длинные полоски, можно короткие. Таким образом создается 3D-эффект. Если сравнивать с обычным ламинатом, то 3D-вариант выглядит эффектней. К тому же для такой выкладки не требуется идеально ровная стена, так как сам 3D-эффект создает неровности. Если стена не сильно кривая, то можно даже и не выравнивать рейки. Ну и дальше по отработанной схеме собираем все по порядку. Цена ламинированных панелей 60 белорусских рублей. Это примерно $28 за метр квадратный. Последние штрихи и все готово. Вот какой результат у нас получился. Выглядит все это очень необычно. На монтаж всей стены, с учетом того, что мы делали такую работу первый раз, у нас ушел 1 рабочий день. «3D-панели, а также кварц-винил мы покупали в магазине Freedom. Это один из самых больших по ассортименту магазинов в Минске с напольными покрытиями и обоями.
В магазине представлены более 500 видов напольных покрытий от разных производителей. Ламинат, паркетная доска, линолеум, кварцвинил, 3D-панели и многое другое. А также здесь огромный выбор всех видов обоев от мировых производителей. Здесь можно подобрать обои для любого современного ремонта, а также купить все необходимые сопутствующие товары. Адрес и ссылку на сайт магазина вы можете найти в описании к этому видео. Если вам понравилась такая идея, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!